Всех приветствую на своем канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы рассмотрим поистине королевскую фигуру. Принц Гарри. Кто он такой на самом деле? Где его настоящая суть, а где лишь искусно вылепленный образ, созданный мировыми СМИ? Почему вокруг этого человека с самого рождения концентрируется столько слухов, скандалов и громких конфликтов? Действительно ли король Карл III является его отцом? Что если за происхождением запасного принца скрывается нечто большее, чем образ бунтаря, неугодного королевскому дворцу? Кто он? Изгнанник, дерзкий бунтарь, хулиган, вечный второй номер или человек, которого с самого рождения готовили к совершенно особой роли? Может ли его судьба быть связана не только с британским троном, но и с владением куда более масштабными историческими землями? Кому, в конце концов, было важно создать провокационный, немного безумный и безалаберный образ Гарри? Давайте разбираться. Сегодня на картах Таро мы постараемся узнать истинную суть рыжего хулигана, изгнанного собственным отцом из дворца. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 13 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю вам решить волнующие вас вопросы и ситуации, в которых вы не можете разобраться самостоятельно. Заказать у меня личный расклад или обряд вы можете, написав мне в личку. Все контакты указаны в комментариях под видео. А если вы так же, как я, хотите легко и просто разбираться в арканах Таро и делать профессиональные расклады для себя и своих клиентов, у меня для вас есть отличное решение. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Прежде чем мы начнем наш расклад, давайте немного погрузимся в то инфополе, которое отражает нашего сегодняшнего героя. СМИ десятилетиями рисуют нам принца Гарри как сложного, резкого, импульсивного, дерзкого и безбашенного человека. Но здесь важно понять, именно в этом раскладе сегодня, это один из главных моментов, какова его настоящая суть. Действительно ли это его настоящая натура или это не более чем навязанный обществу образ? Возможно, в нем просто живет бунтарский дух принцессы Дианы, не подчиняющийся законам королевского дворца. Как Гарри на самом деле пережил потерю матери, будучи еще ребенком? И простил ли он Чарльза за многочисленные измены и раздор в их семье? Что на самом деле происходит между ним и его отцом? И как Гарри относится к своему старшему брату Уильяму? Какая скрытая вражда не дает покоя двум братьям? Возможно, Уильям знает нечто большее о Гарри, что отталкивает его от младшего брата. А Меган, супруга Гарри, совершенно не похожая на его бывших девушек, голубоглазых блондинок, и все как один с аристократичной внешностью. Что это за отношения? Расчет? Приворот Гарри. Возможно, Меган специально приставили к нему для манипуляции и слежки. Своих ли детей воспитывает принц Гарри? И самое главное, возможно, во всем раскладе теория, что Гарри не является сыном Чарльза, а это означает, что он не королевских кровей. Сын обычного конюха Джеймса Хьюита. Так ли это? Тогда понятно, почему его отвели от дворца и лишили титула. Но, быть может, все не так однозначно. И нас заставляют верить в историю, что Гарри только пятый в очереди на престол. Что если Гарри – это темная лошадка, от которой совершенно не ожидаешь большой игры и заслуженной победы? Что ждет в будущем этого смешливого рыжего парня, которого окрестили шутом при дворе и белой вороной? Прямо сейчас все это узнаем на картах Таро.
Друзья, с нами сегодня карты Таро Золотой Зари. Здравствуйте, карты, и наш первый вопрос. Многие биографы и журналисты отмечают, что бунтарский характер принца Гарри начал проявляться уже в детские и подростковые годы. Как считают СМИ, на это повлияли особенности воспитания и серьезные психологические травмы, произошедшие в их семье, связанные с непростыми отношениями между Дианой и Чарльзом, их разводом, а впоследствии и смертью принцессы Дианы. На многих фото мы видим маленького Гарри непоседой, показывающим язык, который вертится как юла и всячески показывает свой протест против журналистов. Впоследствии, уже во взрослом возрасте, это вечеринки, многочисленные девушки, алкоголь и запрещенные вещества. И все это на камеру, без стеснения и угрызений совести. Возможно, Гарри унаследовал бунтарский дух принцессы Дианы и протестует против системы столь своеобразным способом. А возможно, он сам по себе такой. Давайте узнаем, какой же на самом деле принц Гарри, для того, чтобы понять его основную суть и характеристику личности. Карты, покажите нам, пожалуйста, основную суть, характеристику личности принца Гарри. Что он из себя представляет, какой он человек. Сразу карта перевернулась, и хочется сразу взять вторую карту. Две карты, карта Маг и Колесница. Маг — это лидер по жизни, ответственный полностью за свою жизнь. По крайней мере, он знает, что он несет ответственность за себя, за своих близких, и он знает, что он на коне, потому что Маг, первый старший аркан, это человек, который повелевает своей судьбой. Никто мне не указ, я сам себе указ. Я сам знаю, что делать, и у меня все карты на руках, потому что у Мага, у первого старшего аркана, абсолютно все козыри. Это и кубки, и мечи, и пентакли, и жезлы. Все масти, которые есть в колоде Таро. Колесница. Человек вечно движущийся, спешащий куда-то. Торопышка. Не успею, мне нужно срочно пробежаться, мне нужно срочно вот туда поехать, вот то сделать. Постоянно какие-то активные действия. Я не могу сидеть на месте, сложа руки. Это человек вечный двигатель. Это его характеристика личности. И вполне возможно, что по этим картам можно было бы сказать, что он бунтарь. Но здесь не вышло именно бунтарского духа. Здесь вышло человек-деятель. Человек-деятель, человек творческий, человек заряженный какой-то определенной энергией, человек заряженный на свои какие-то определенные результаты. Но я не вижу здесь бунтаря, я вижу здесь думающего и очень хитрого человека. Пойдем дальше. Давайте узнаем теперь про принцессу Диану. Как Гарри на самом деле относился к своей маме, принцессе Диане. Кстати, полный расклад на принцессу Диану есть у меня на канале, можете посмотреть. Там вы узнаете историю того, как она на самом деле погибла. Как Гарри на самом деле относился к своей маме, принцессе Диане. Как он пережил ее смерть, будучи еще ребенком. За что принц Гарри любил принцессу Диану, свою маму. За что он ее любил. И чего он не понимал и не принимал в ней. Интересно, чего он не принимал и не понимал в ней, начнем с последней карты, это то, что есть в нем самом. Интересно, что мы какие-то черты характера не принимаем в другом человеке, потому что они есть в нас самом. Это по психологии даже так. Вот есть бунтарский дух, есть человек, который стремится куда-то, идет, действует, постоянно что-то делает, постоянно кому-то отвечает, перечит. И вот это он не понимал и не принимал в ней, по крайней мере, в детстве, когда он был маленьким, потому что умерла она, когда он был маленьким. А потом он сам стал таким. Что он любил в ней? Принц кубков, конечно же, любовь. Любовь ко всему миру, любовь к людям. Изобилие, которое от нее шло, изобилие в том плане, эмоциональном плане. То есть высокий эмоциональный интеллект, высокий уровень эмоционального интеллекта, а великую любовь он принимал в ней. Принц кубков, причем не принцесса кубков, а именно принц кубков. Она любила именно тех, кого нужно любить, кого важно ценить. Она подходила к любви с умом. Мы сейчас не затрагиваем Чарльза, ее любовь к Чарльзу, мы затрагиваем именно любовь к людям. Она любила именно тех людей, которых необходимо, нужно, важно любить, которые нуждаются в любви. И вот это он очень любил в ней и ценил. Как он пережил ее смерть? Двойка жезлов. Двойка жезлов — это человек, который видит, что происходит, по крайней мере, в классической колоде Райдер-Уэйта и в этой колоде тоже, но он не знает, как она мстит тому человеку, который это сделал. Господство. Он видит привилегии другого человека над ним. По крайней мере, когда он был маленьким. Он видит, что происходит. Он видит, видел и знал, почему погибла принцесса Диана. Но не мог никому доказать, никому сказать. Он стоял на месте. Двойка жезлов — это человек, который все видит, но стоит на месте. Стоит на месте, но готовится. Готовится к тому, что когда-нибудь он отомстит тем людям, из-за которых погибла принцесса Диана. Напоминаю, что полный расклад вы можете посмотреть у меня на канале про принцессу Диану и про ее гибель. Поговорим немного об отношениях Гарри и его брата принца Уильяма. В детстве, судя по фотографиям в СМИ, мы видим, что Гарри и Уильям не разлей вода. Они играют вместе, им весело. Старший Уильям нежно заботится о младшем Гарри. Вполне возможно, что, как и у многих братьев, конфликты были, но очевидно, что там присутствовала любовь. Что же случилось потом? Мы не видим явной вражды между братьями, конфликта, который перерос бы в скандал.
публичные, но очевидно, что некая холодность и чопорность, особенно со стороны старшего Уильяма Гарри, все же присутствует. Они не скандалят на публику, но ведут себя отстраненно, словно чужие люди. Каковы реальные отношения друг к другу принца Уильяма и принца Гарри? Давайте узнаем. Каковы реальные отношения принца Уильяма и принца Гарри друг к другу? Какие у них реальные отношения? Какие реальные отношения у братьев? Шестерка кубков — то, что было в прошлом. В прошлом было хорошо, в прошлом было удовольствие, в прошлом была любовь, в прошлом я тебя любил, в прошлом я тебя ценил, но это было в прошлом. Я с превеликим удовольствием вспоминаю, что было в прошлом и какие отношения у нас с тобой были в прошлом. Но шестерка кубков указывает на прошлое. Воспоминания из прошлого, приятные воспоминания. Какие отношения сейчас между принцем Гарри и принцем Уильямом? Какой-то холодный расчет. Правосудие — это документы. Что-то задокументировано, что-то под подпись. Я не имею права, потому что я что-то сделал под подпись. Вот какой-то документ под подпись. Какая-то бумажная волокита. Какие отношения сейчас между принцем Гарри и принцем Уильямом? Это не только холодный расчет еще по правосудию, но это какая-то договоренность. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Тебе больше повезло, чем мне. Принц Уильям, тебе больше повезло, чем мне. У меня почему-то идут слова старшего брата. Тебе больше везет, ты больше везунчик, чем я. Но я не имею права идти и протестовать против тебя, потому что у меня договор, потому что у меня уговор. Отношения не очень теплые. Я здесь пока не вижу кубков, кроме шестерки кубков. Какие отношения сейчас между принцем Уильямом и принцем Гарри? Какие отношения сейчас? По разные стороны баррикад. Разъехались по разные стороны баррикад. И для меня так лучше, принц мечей. Я получаю от тебя какую-то информацию, и та информация, которую я получаю о тебе, от тебя, мне не нравится. И снова идут слова старшего сына Уильяма. Та информация, которую я получаю от тебя, мне не нравится. Мне хочется от тебя обороняться, принц мечей. И последнюю карту вытянем. Какие отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри на сегодняшний день? Совершенная работа, совершенная работа, четверка жезлов. Мы что-то сделали друг для друга, и пора, пожалуй, на этом поставить точку и остановиться. У нас с тобой заключен договор. И, соответственно, помимо этого договора, я не имею ничего против тебя, ты не имеешь ничего против меня, мы заключены в этом договоре. Вот какой-то договор, какой-то уговор на бумаге с подписью есть у принца Уильяма и принца Гарри. И принцу Уильяму кажется, что принцу Гарри повезло больше, чем ему. Он знает о нем что-то большее, чем нам рассказывают СМИ. Колесница по разные стороны баррикад разбежаться. И мне так легче, мне так проще. Вдалеке от себя, говорит принц Уильям принцу Гарри. Почему-то принца Гарри я здесь не слышу вообще, потому что его, в принципе, в их отношениях все устраивает. Но, скорее всего, Гарри не хватает той любви и заботы, которая была от старшего брата в детские годы. Здесь у них, да, семейные отношения, четверка жезлов, но здесь семейные отношения, которые какие-то договорные. Вот произошла какая-то работа, какой-то договор, какие-то бумаги подписали, и вот между нами только договорные отношения, между нами нет любви, между нами есть какие-то цели, потому что жезлы — это всегда про цели, а шестерка кубков — это всегда про прошлое. Немного затронем личную жизнь принца Гарри. Наблюдая за его бравыми любовными похождениями, начиная с подросткового возраста, мы можем заметить, что вкус на девушек Гарри имеет один. Все они блондинки, с голубыми глазами, стройные, аристократичной внешности. Однако резкие перемены в выборе своей пассии наступают, когда Гарри знакомится с Меган Маркл, совершенно не похожей и отличающейся от его прежних девушек. Смуглая кожа, неаристократичная внешность, темные глаза. Плюс ко всему девушка из обычной семьи, не имеющая титулов, бывшая актриса, что противоречит семейным устоям королевского дворца. Поговаривают, что ее семья практикует шаманские вуду-ритуалы, и Меган вполне могла перенять эти способности по родовой линии и тем самым приворожить к себе Гарри. Кто-то поговаривает, что сама Камилла, супруга Чарльза, представила Меган к Гарри, чтобы следить за ним, манипулировать им и его действиями и направлять его в нужное русло. Расклад на Меган Маркл, кстати, как и на принца Уильяма, друзья, есть у меня на канале полные расклады, которые вы можете посмотреть. Там именно в раскладе на Меган Маркл есть подробности их личной жизни с Гарри и прошлого Меган. В чем секрет связи принца Гарри и Меган Маркл? Давайте узнаем, был ли это приворот или это настоящая любовь, действительно. В чем секрет связи принца Гарри и Меган Маркл? Был ли это приворот или это настоящая любовь? И снова колесница, и снова принц мечей. Какая-то информация. Кто-то кому-то передал информацию. Кто-то кому-то передает какую-то информацию. Быстро, стремительно. Нужно сделать что-то быстро. А это значит, что, скорее всего, их общение и их знакомство произошло с чьей-то подачей, потому что первый у нас здесь выпрыгнул принц мечей. Принц мечей с чьей-то подачей. Информация кому-то была подана, что нужно познакомиться с принцем Гарри. Или наоборот, принцу Гарри нужно познакомиться с Меган Маркл. Интересно, что колесница у него практически везде и всегда выпадает, хотя перемешиваю хорошо. Давайте узнаем все-таки, в чем секрет связи принца Гарри и Меган Маркл. Был ли это приворот? Был ли это приворот?
Ну, конечно, да, верховная жрица сразу нам показывает тайну, сразу нам показывает магию, показывает нам женщину, которая занимается каким-то тайным видом магического искусства. Или это настоящая любовь. Ну, по крайней мере, у Гарри к Меган. Нет, здесь верховная жрица и маг показывают нам, что человеком манипулировали и манипулируют до сих пор. И это был приворот. Человек в мороке находится. Скорее, не в привороте, а в мороке, потому что с приворотом мужчины долго не живут, даже такие высокопоставленные, как принц Гарри. Здесь именно морок, который до сих пор не спал с принца Гарри. Здесь не настоящая любовь. Я не вижу здесь кубков, я не вижу здесь истинной любви. Я вижу здесь манипуляцию маг и верховная жрица, что-то тайное сделанное. Здесь по верховная жрица держит кубок. Вполне возможно, мог быть окорм или опой принца Гарри. Где-то встретились на вечеринке, пожалуйста. Нужно было срочно встретиться с принцем Гарри. Кто-то дал установку Меган Маркл, что с ним нужно встретиться и познакомиться. И, пожалуйста, приворот, то есть морок, произошел. Давайте теперь узнаем, какие отношения между Гарри и Меган сейчас. Вполне возможно, что все-таки возникла эта любовь, симпатия, настоящая любовь. Или, может быть, между ними расчет, какие-то партнерские отношения. Потому что я не вижу любви ни со стороны Меган, ни со стороны Гарри. Я не вижу настоящей любви. Возможно, есть страсть, возможно, есть похоть, или была страсть и похоть. Но именно настоящей любви я пока не вижу, не увидела. Какие отношения между Гарри и Меган есть сейчас, если между ними настоящая любовь, материальные труды, тройка пентаклей, люди подстраиваются друг под друга, люди друг другу чему-то обучают других, соответственно, они чему-то учатся в паре, набираются опыта. Материальные. Мне нужны деньги, мне нужен статус, мне нужно что-то от себя и мне от тебя, соответственно. То есть отношения коммерческие. Но давайте все-таки узнаем и вытянем еще хотя бы 2 карты. Какие отношения между Гарри и Меган Маркл сейчас? Есть ли любовь между ними? Есть страсть. Точно со стороны женщины 100% королевы жезлов. Ну и женщина тоже возбуждает мужчину. В любом случае, королева жезлов — это яркая, сексуальная, темпераментная женщина. К сожалению, не помню, кто по знаку зодиака Меган Маркл. Либо огненный знак, либо асцендент в огненном знаке. Лев, Стрелец, Овен. И королева жезлов — это как раз-таки женщина, которая пышет огнем, пышет страстью. Страсть между ними точно есть, она остается между ними до сих пор. Ну, еще одну карту давайте вытянем. Какие отношения между Гарри и Меган Маркл сейчас? Есть ли настоящая любовь? Кто-то господствует над другим человеком, это вполне понятно, потому что на Гарри есть морок, 2 жезлов. И Гарри по 2 жезлов, помним, что 2 жезлов — это когда человек стоит на месте, что-то видит, прекрасно понимает, но не двигается, потому что боится сдвинуться с этой дистанции, стоит на месте и не может сделать то, что он хочет, за ним следят. Он делает только то, что хочет женщина. Женщина им полностью манипулирует, он во власти женщины в этой семейной паре. Понимаете, да, о чем речь? Поэтому любви я здесь не увидела. Ну что же на дне колоды? Звезда, общие мечты, общие желания, общие цели. Но это не любовь. Это страсть, это вожделение, это партнерство, это какие-то материальные выгоды, господство над мужчиной, потому что здесь не вышла мужская карта, здесь вышла королева жезлов. Она главенствует, она королева, она уже понимает, что она практически королева. Звезда — это как раз-таки общие желания, общие цели, общие мечты. Вот так, друзья мои. Почему на самом деле Меган и Гарри лишили титула саксесских? И правда ли их лишили титула, или это только пиар? Действительно ли Меган Маркл и принца Гарри лишили титула саксесских? Или это просто пиар? Это просто пиар. 3 мечей, 5 пентаклей. 5 пентаклей и 3 мечей — это карты отрицательные, абсолютно скорбь, материальные проблемы, материальные трудности. Но здесь не говорится о том, что есть материальные трудности у Гарри, или чтобы у него были материальные трудности. Он вполне себе зажиточно живет припеваючи. 3 мечей, 5 пентаклей — это для того, чтобы привлечь побольше внимания, собрать побольше гаваха с людей. Опять-таки, да, 5 пентаклей говорит о материальных проблемах и говорит о ресурсности человека, которую потребляют темные, когда, соответственно, сообщают такие интересные новости во всеуслышание. Это неправда. Их не лишали титула саксесских. Абсолютно точно нет. Они в большой привилегии. Карта Солнца, друзья. Ну и давайте узнаем самый страшный секрет принца Гарри, который он скрывает от общественности, который мы с вами не знаем, но вполне возможно узнаем прямо сейчас. Самый страшный секрет принца Гарри, который принц Гарри скрывает от общественности. Самый страшный ребенок, что-то с ребенком или что-то с детьми. Самый страшный секрет Гарри, который он скрывает от общественности. Напоминаю, что у Гарри 2 детей, 2, по-моему, на сегодняшний день. Напишите мне в комментариях, если я вдруг ошиблась. Король кубков, шут. Что-то связано с эмоциями, очень эмоционально. Для меня это очень сложно. Я могу заплакать в моменте, когда я об этом говорю. Я могу зарыдать в моменте, когда я об этом говорю. Король кубков. То, что с великой любовью, то, что для меня любовь, то, что есть любовь, мои дети. Шут, что-то с детьми связано. Самый страшный секрет Гарри, который принц Гарри скрывает от общественности.
Женщина. Женщина детей. Что женщина детей? Женщина его детей. Меган Маркл. Для меня это очень сложно. Мне очень сложно об этом говорить, говорит Гарри. Самый страшный секрет принца Гарри. А королева жезлов — это и есть Меган Маркл, мы ее уже вытягивали. Она, соответственно, у нас так и выходит. Король кубков — это как раз-таки он. Самый страшный секрет Гарри. Про детей. Что про детей? Угу. Повешенные очень давно, раньше, не сейчас, да, сейчас повешенного трактуют только как жертву почему-то, но раньше повешенный — эта карта была связана с нашим родом, то, что идет от нашего рода. Корни древа, обратите внимание, повешенный висит на древе, это наш род, то, что произошло от нашего рода. Предательство рода, наша родовая линия, отцовская линия, материнская линия. Вот род, наш род, не из моего рода или не из рода Меган. Вот женщина, совершенная работа, совершила работу над детьми. Не ее дети, не она рожала. Понимаете, да? Для меня это очень трудно, мне очень трудно говорить об этом. Но дети, да, это скорее всего его генофонд, дети Гарри, но женщина не может, карта Луна, не может родить. Совершена работа, возможно, суррогатная мать, опять-таки, да? Повешенный не мой род или не род Меган. Не из рода Меган. То есть дети мои, но не из рода Меган, потому что Меган не может родить. Это его самый страшный секрет. Как он считает страшный секрет, понимаете? Для него это страшно. Не для людей, не для общественности. Может быть, там еще что-то хуже есть. Но именно для него это страшно. Страшно, что кто-то об этом узнает. Что кто-то его разоблачит. За принцем Гарри закрепили образ не просто бунтаря, а бунтаря против системы, который помогает людям, в частности детям, тем, что основывает благотворительные фонды. Например, в 2006 году совместно с принцем Лесото Гарри основал фонд помощи «Не забывай меня», где целью фонда является помощь детям и молодежи, которые столкнулись с тяжелыми условиями жизни в Лесото и других странах Южной Африки, особенно тем, кто пострадал от СПИДа и иных заболеваний. Гарри также основал фонд в поддержку военнослужащих Великобритании, но все же основной целью его благотворительности были дети. Если мы заглянем вглубь самой королевской семьи, в которой вырос Гарри, то мы узнаем много интересных, скрытых и страшных секретов, которые хранит королевская семья. Например, британский исследователь теории заговора Макс Спирс, который, к слову, загадочно скончался после разоблачения элиты королевской семьи и его окружения, в причастности к сатанизму, утверждал, что королевская семья, в частности Елизавета и ее сын Чарльз, не являются людьми, а суть их – рептилии, которые для поддержания своей жизни и маскировки проводят ритуалы над детьми, где используют их в качестве сексуальных объектов и в ритуалах каннибализма, тем самым принося их в жертву. А благотворительные, особенно крупные благотворительные организации, являются предметом маскировки и отличным бизнесом по поставленной на поток продажи детей для подобных ритуалов. Одним из таких особенно ярких подобных примеров это мать Тереза, которая состояла в монашеском ордене миссионеров милосердия и, прикрываясь благими намерениями, была вовлечена в торговлю новорожденными детьми. Если вы хотите, кстати, отдельный расклад на мать Терезу, пишите в комментариях, можем сделать отдельный расклад здесь, на YouTube-канале, можем сделать расклад в Telegram-канале у меня. В Telegram-канале я отвечаю на интересные, важные, волнующие вас вопросы, которые я не выкладываю здесь на YouTube-канале. А расклад общий, кстати, на королевскую семью, друзья мои, есть у меня на канале, тоже можете посмотреть. Возвращаемся к Гарри, который также замечен в основании благотворительных фондов. И узнаем, действительно ли принц Гарри основал благотворительные фонды именно для помощи детям. Давайте узнаем. Или он прикрывается просто благими намерениями. Действительно ли принц Гарри основал благотворительные фонды для детей именно для помощи детям? Именно для помощи детям. Ну, что-то скрывает верховный жрец. Верховный жрец для опыта, для какого-то учения, нравоучения, обучения или что-то скрыть. Верховный жрец, колода карт Таро, это тот, кто имеет какие-то тайные знания, особенности определенные и скрывает их от других людей. Другим людям недоступна эта информация. Недоступна информация, говорит карта. Не для того, чтобы помочь детям, для своего собственного опыта или для опыта его близких людей. Для того, чтобы сделать что-то. Давайте узнаем, для чего именно. Давайте все-таки еще раз повторим вопрос. Действительно ли принц Гарри основал благотворительные фонды для детей именно для помощи детям? Именно для помощи детям. Нет. Тройка мечей, во-первых, сразу нет. Это отрицательный аркан. Здесь королева жезлов, принцесса жезлов. Для того, чтобы каким-то людям было хорошо, высокопоставленным людям. Королева жезлов, принцесса жезлов. Для опыта высокопоставленных людей, для элит. Закрытое общество, верховный жрец. Понимаете, да, теперь? Принцесса жезлов, королева жезлов, верховный жрец. Закрытое общество людей, закрытое общество элит. Дети нужны для элит. Тройка мечей, скорбь. О тех детях, которых никто не будет искать. Вот о чем речь здесь, да? Такой момент.
тогда мы поняли, что не для детей все-таки прикрывается только благими намерениями. Для каких-то людей, для элит поставляют детей, о которых никто не вспомнит, о которых никто не будет скорбеть. Это понятно. Тройка мечей плюс еще отрицательный аркан не для помощи детям. Тогда участвует ли сам Гарри в кровавых ритуалах с жертвоприношениями детей, в которых участвует королевская семья? Участвует ли сам принц Гарри в кровавых ритуалах с жертвоприношениями детей, в которых участвует королевская семья? Правосудие – это положительный аркан, но правосудие, он думает, что так и надо. Он считает, что это нужно, это важно для них, для королевской семьи, для него, для его крови. Он не считает это чем-то зазорным. Здесь абсолютно нет эмпатии к этим детям, именно к этим детям. К своим, помните, мы вытягивали кубковую карту, и как он чуть ли не рыдал над тем, что дети не от Меган Маркл, она не может родить. А здесь на детей, грубо говоря, плевать. Ну, извините меня за выражение. Правосудие. Я считаю, что так оно должно быть. Это честно, по-моему. Так и должно быть. А куда еще этих детей, если они никому не нужны? Участвует ли Гарри в кровавых ритуалах с жертвоприношениями детей? Сам он появился. Да, абсолютно точно да, друзья. Мы даже вытягивать больше не будем. Туз мечей, абсолютно точно да. Какое-то действие над детьми. Принц мечей, здесь рядышком детки. Обратите внимание, детки-ангелочки. Я считаю, что так правильно. Информация дана верно. Принц мечей плюс правосудие. Информация дана верно. Я сам вышел, я сам участвую. Корень сил воздуха, туз мечей, абсолютно точно да. Это какое-то действие, какое-то решение, принятое им. И я чувствую новую силу, новые возможности, новые грани своих возможностей, когда я делаю это. Для него это абсолютно нормально, для него это в порядке вещей. Он считает, что так оно и должно быть, так честно по правосудию. Понимаете, да? Учитывая, что Гарри в теории, пока мы, возможно, не доказали обратное сегодня, является членом королевской семьи, давайте узнаем, является ли он человеком по своей сути. Потому что королевская семья, как говорил Макс Пирс, являются рептилиями голубых кровей. У меня об этом тоже говорится на раскладе, который я делала полностью на королевскую семью. Итак, кто же такой принц Гарри? Он по своей сути человек. Принц Гарри человек ли по своей сути? Рептилия, гибрид или человек с подселенцем? Человек ли по своей сути принц Гарри? Намешано, всего намешано. Посмотрите, умеренность. Намешано разных кровей. И человеческой, и звериной. Звериной рептилии я имею в виду. Ну, давайте откроем дальше. Человек ли он по своей сути? Намешано кровей. Смешивать жидкость, смешивать кровь. И то, и другое. Рептилия. И то, и другое. Гибрид или человек с подселенцем? Нет. У него нет подселенца. Семерка мечей. У него есть здесь семерка мечей, недостаточное усилие. Невозможно в него подселить подселенца, потому что он сам тот еще маг. В кавычках, да, конечно, но не маг, то, что он магичит ходит, да, у него есть такая вот кровь гибрида. Сейчас мы об этом поговорим. По семерке мечей у него могут быть двойники. Вот о чем речь, потому что семерка мечей – это обманка. Обман зрения, обманка, или он не такой, какой показывает себя внешне на людях. Ну, мы уже говорили о его характеристике личности. Двойка жезлов и умеренность говорит о том, что у него намешано кровей. И башня, хоть и отрицательный аркан, но башня здесь говорит о том, что он является гибридом с ног до головы, а вернее с головы до ног. Обратите внимание, что здесь ленточка как будто бы опутывает змея. Не ленточка, а змея. То есть он с головы до ног является гибридом. Две крови смешанные, возможно, даже несколько, но здесь две крови я вижу именно. И поэтому здесь человек с генофондом рептилии, но человек. Но, тем не менее, гибрид, то есть смешанный, намешанный. Все начинается с головы, все начинается сначала, говорит карта башни. Здесь карта башни не является отрицательным арканом, здесь карта башни указывает на что-то, как указывающее звено. Уже много лет в СМИ не утихают новости о конфликте Гарри и Чарльза. Якобы Чарльз не признает бунтарского духа Гарри и его взаимоотношений с Меган Маркл. А сам принц Гарри не может простить измены Чарльза своей маме, принцессе Диане. С Камиллой как раз-таки, от которой Чарльз никак не смог отказаться и впоследствии женился на ней. Так ли это? И есть ли вообще конфликт между Чарльзом и его сыном, принцем Гарри? Или это не более чем пиар? Если действительно конфликт между Чарльзом и принцем Гарри, или же это просто не более чем пиар-ход, если действительно конфликт. Есть конфликт интересов, они борются друг с другом. Такое ощущение, как будто бы не из-за принцессы Дианы, не из-за того, что Гарри не может простить его, и не из-за того, что у Чарльза беспокоит бунтарский дух Гарри, а из-за того, что они противостоят друг другу. Вот они как два соперника. Давайте так будем говорить. Если действительно конфликт, это соперничество, это борьба. Борьба за что-то материальное.
Материально могут быть не только деньги, друзья мои, но и власть, соперничество в чем-то. Это больше борьба, это не конфликт. Но он действительно есть. Не могу назвать это конфликтом, но могу назвать это борьбой. Отношения Чарльза и принцессы Дианы с самого начала были обречены. Чарльз так и не смог избавиться от своей зависимости к Камилле. А сама Диана, прознав об изменах Чарльза, была одинока и заводила, соответственно, романы на стороне. Один из таких ярких и известных романов, о которых до сих пор говорят в СМИ, был роман с Джеймсом Хьюитом, учителем Дианы по верховой езде. Учитывая схожие внешние данные Хьюита и Гарри, злые языки, ровно как и СМИ, утверждают по сей день, что Хьюит является биологическим отцом Гарри и был зачат во время их интрижки с принцессой Дианой. Отсюда и отношение Чарльза к своему младшему отпрыску, который якобы не является ему сыном. Но раздувать скандал подобного масштаба королевская семья не привыкла, и Гарри просто отослали подальше от дворца. Ну а как же дело обстоит на самом деле? Действительно ли Джеймс Хьюит является отцом, биологическим отцом принца Гарри, а Чарльз не является его отцом? Сейчас мы подобрались к самому интересному вопросу, к тому вопросу, который, наверное, волнует очень многих, потому что постоянно мои подписчики задают этот вопрос. Это является ли Чарльз биологическим отцом Гарри? Если нет, то Джеймс Хьюит является ли его биологическим отцом? Является ли Чарльз биологическим отцом принца Гарри? Является ли Джеймс Хьюит биологическим отцом принца Гарри? Друзья, если вам интересно это видео, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и оставьте свой комментарий под видео. Так вы помогаете YouTube продвигать мои видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. Для вас это всего один клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. Итак, друзья, является ли принц Гарри сыном Чарльза? Умеренность и утрата удовольствия. Здесь говорится о том, что не было удовольствия заниматься любовью принца Чарльза с Дианой. Он был полностью Камиллы, он был полностью под ее властью. Умеренность здесь говорит о том, что нет никакой страсти, нет никакого огня, нет никакой сексуальной жизни между ними. Умеренность, утрата удовольствия, 5 кубков. К тому времени, как зачали Гарри, между ними не было никаких сексуальных отношений. Это означает, что Чарльз не является отцом биологическим принца Гарри. Является ли биологическим отцом принца Гарри Джеймс Хьюит? 9 мечей и отшельник. Нет и еще раз нет. Это обе отрицательные карты, отрицательные арканы. Отшельник, я не хочу в этом участвовать, я сам по себе. 9 мечей – это обман, но в этом случае еще и страх. 9 мечей – это еще и страх. Общество внушает это. Я боюсь. Меня держат в страхе. Общество внушает, что я отец Гарри. Меня держат в страхе. Я боюсь. Я не хочу идти на это. И я боюсь, что будет только хуже. Хуже мне, если я скажу настоящую правду. Потому что ощущение такое по отшельнику, что Джеймс Хьюит знает, кто настоящий отец принца Гарри. Но это не Чарльз и не Джеймс Хьюит, друзья. И вот здесь наступает кульминационный момент, потому как на сцену выходит еще одна менее обсуждаемая фигура, которая, кстати говоря, часто была замечена с принцем Гарри. Рыжеволосый, импозантный миллиардер Марк Дайер, служивший офицером в полку уэльских гвардейцев, с которым, по слухам, у принцессы Дианы был настоящий роман, а не просто разовая интрижка. Дайер помогал воспитывать Гарри и много времени проводил с ним маленьким, а сам Гарри называл Дайера своим вторым отцом. Вопрос. Является ли Марк Дайер биологическим отцом принца Гарри? Обратите внимание на внешнее сходство Марка Дайера и принца Гарри. Является ли Марк Дайер биологическим отцом принца Гарри? Там была утрата удовольствия, обратите внимание, а здесь по 6 кубков удовольствие. 6 кубков в прошлом, удовольствие в прошлом. То есть в прошлом действительно был роман. Является ли Марк Дайер биологическим отцом принца Гарри? Является ли Марк Дайер биологическим отцом принца Гарри? У меня не было выхода. Обратите внимание, что он выходит сам. Король жезлов, может быть огненного знака зодиака. Кстати говоря, может быть королевских кровей. Я про Марка Дайера говорю. О нем очень мало есть информации в интернете, но тем не менее. Имеем то, что имеем. 6 кубков. В прошлом удовольствие. То есть в прошлом интрижка либо роман с принцессой Дианой. Ну, как говорили, что у них был настоящий роман. 10 пентаклей, 4 жезлов – это семья, семейные отношения, семейные узы. Связан с тобой родством, кровным родством. 10 пентаклей практически в любых колодах говорит о родовом древе. 4 жезлов – совершенная работа. Была совершена работа. Было зачатие принца Гарри. 4 жезлов, плюс ко всему еще семья, дом, быт. Я был с Дианой. Зачали принца Гарри.
пятерка пентаклей, восьмерка мечей, у меня не было выхода. Не было выхода либо у Дианы, либо у Марка Дайера. У меня не было выхода, мне пришлось. Вполне возможно, я бы не стала этого делать, или я бы не стала этого делать, но мне пришлось, у меня не было выхода. Потому что у меня были материальные проблемы, слабая сила, слабая аура, возможно, мне нужны были деньги, я сделала это за деньги, или я сделала это за деньги. Но здесь, скорее всего, говорится про Марка Дайера, друзья мои. Поэтому является ли биологическим отцом принца Гарри Марк Дайер? Абсолютно точно да, друзья мои. Это кровное родство. Десятка пентаклей, четверка жезлов. И вот теперь, когда мы узнали о настоящем отце принца Гарри, давайте копнем немного глубже, чтобы понять, почему королевская семья не может выставить вон принца Гарри. Понятное дело, что по слухам они его якобы отстранили от дворца, но почему они вообще не избавятся от него, если он не является человеком королевских кровей? Не избавиться от него как от претендента на престол. Пусть он и пятый в очереди, но тем не менее. Он так или иначе официально является членом их семьи. И, насколько мне известно, тест ДНК никто не делает и не разоблачает. Или, по слухам, он был засекречен. Никто не разоблачает Гарри на всю общественность и не говорит, что он не мой сын, отстраните его от дворца. Кто же такой Марк Дайер? Вот давайте теперь узнаем. Откуда у обычного военного миллиарды? И почему именно Дайер стал крестным отцом по официальной версии принца Гарри? Неизвестное происхождение Марка Дайера, его подтвержденная любовная связь с Дианой заставляют задуматься, чьих он будет кровей. Нанимали его вообще как частного охранника, то бишь телохранителя, закрепленного за принцессой Дианой. Так откуда у бывшего телохранителя такое состояние? И почему после смерти принца Филиппа, начинаю вам намекать, после смерти принца Филиппа Марк Дайер купил себе еще одну виллу, получив непонятно откуда огромное состояние. И именно после смерти принца Филиппа. Принц Филипп, как и все, думаю, члены королевской семьи, был известным гулякой. Мог себе позволить. Был не дурен собой, да и Елизавета еще до этого нагуляла принца Эндрю, которого Филипп признал своим сыном. После нагуленного Елизаветы Эндрю появился на свет Марк Дайер собственной персоной. А так как Марк Дайер является сыном принца Филиппа и отцом биологическим принца Гарри, то сам Гарри является внуком принца Филиппа. Не сыном Чарльза, но членом королевской семьи. Уильям и Гарри являются равноценными сыновьями. Равноценными внуками. И Гарри здесь уже не является пятым в очереди, а является вторым. Понимаете, да, о чем я говорю? Если не понимаете, напишите в комментариях. Он является вторым после Уильяма, потому как Уильям все-таки старший сын, а это младший сын. И никакие дети Уильяма до Гарри не претендуют на престол. По официальной версии, конечно, так и есть. Но на самом деле нет, друзья мои. И поэтому вопрос, имеет ли право принц Гарри занять престол Великобритании, если по какой-либо причине что-то произойдет с принцем Уильямом? Имеет ли право принц Гарри занять престол Великобритании, если по какой-либо причине что-то произойдет с его старшим братом, принцем Уильямом? Абсолютно точно да. Будет выбор. У людей будет выбор. У людей и сейчас есть выбор. Выбрать либо первого, либо второго. Вполне возможно, что если что-то произойдет с первым, со старшим братом, то престол займет младший, потому как он второй в очереди, так как они являются равноценными братьями, напоминаю. Тут еще один интересный и немаловажный момент. Принц Филипп, и это нигде не скрывают, то есть в официальных источниках это есть, я сейчас вам это не придумываю, он является прямым потомком рода небезызвестных всем Романовых. А именно по отцовской линии бабушка Филиппа – это великая княжна Ольга Константиновна Романова или внучка императора Николая II, между прочим, которая вышла впоследствии замуж за греческого короля Георга I. Соответственно, Филипп – праправнук, внимание, Николая I. Но давайте все же уточним, так как мы сегодня все-таки с вами уточняем на инструменте, на картах Таро, является ли принц Гарри потомком рода Романовых? И после этого будет интересный вопрос. Является ли принц Гарри прямым потомком рода Романовых? Абсолютно точно, да. 3 положительных аркана. Тройка кубков, изобилие. Аркан влюбленный, аркан колесница. Вот такие интересные дела, друзья мои. То есть он не только может занять престол Великобритании, но еще и кое-что другое. Сейчас мы об этом поговорим. Имеет ли в таком случае принц Гарри право короноваться на престолонаследие в Петербурге, дабы управлять землями Руси? То есть он в любой момент, как потомок рода Романовых, может приехать в Петербург и сказать: я хочу короноваться, соответственно, на управление землями Руси. Давайте узнаем. Вспомните, кстати, что Гарри за время СВО несколько раз официально посещал Украину, а именно Киев – центр славянской цивилизации, Киевская Русь.
А сама Русь, то бишь российские земли, по документам официально принадлежат англосаксам. Официально по документам. У меня есть несколько шорт-видео на эти темы на канале, посмотрите. Имеет ли право принц Гарри, в таком случае, будучи из рода Романовых, короноваться на престол наследия в Петербурге, дабы управлять землями Руси? Абсолютно точно. Да, все пентакли, имеет все ресурсы, имеет абсолютное право. Корень сил Земли, туз пентаклей. 8 пентаклей. Нужно совершить до этого кое-какую работу для того, чтобы были гармоничные перемены. Он имеет земную власть и полное право передачи управления над землями Руси, будучи престолонаследником, будучи потомком рода Романовых. Вот такие интересные дела, друзья мои. В таком случае возникает вопрос, отсюда вытекающий. Хоть Гарри и нагуленный сын, но он все же внук принца Филиппа, и нагуленный он не от аба кого, а от Марка Дайера. Является ли зачатие принца Гарри ритуальным зачатием? Что такое ритуальное зачатие? Ритуальное зачатие – это заранее запланированный обряд, темный обряд, с присутствием в теле отца-осеменителя инфернальной сущности. Вспомним замечательное произведение, фильм «Ребенок Розмари». Есть книга, кто-то читал, кто-то смотрел. Как раз-таки там был показан, продемонстрирован наглядный обряд зачатия такого ребенка, как принц Гарри. Обязательно посмотрите, либо почитайте. Является ли зачатие принца Гарри ритуальным зачатием, заранее запланированным зачатием? Абсолютно точно, да, туз кубков. Просто вот даже к гадалке не ходи, извините меня за выражение. Туз кубков – это эмоции, это чувства, это любовь. Вполне возможно, что должно быть еще по любви. Должно быть еще по любви или по страсти. Человек один из, либо женщина, либо мужчина, должны гореть страстью, должны любить либо друг друга, либо женщина должна любить мужчину, да, либо мужчина должен любить женщину. Что-то должно быть одно из двух. Тут должна быть в любом случае любовь, какие-то эмоции. Но то, что зачатие ритуальное, это однозначно 100%. Ребенок должен быть рожден либо в страсти, либо в любви. Сама принцесса Диана была в сознании в момент зачатия принца Гарри. Она понимала, что происходит. Она понимала, что это по любви, она понимала, что они занимаются любовью, она понимала, что вполне возможно будет потомство, потому что тройка кубков изобилия, что потом приносит потомство. Почему-то она знала, она соображала. Но она, скорее всего, не понимала, что это ритуальное зачатие. Понимала ли она, что это ритуальное зачатие? Она понимала, что 100% после этого взаимодействия, скажем так, сексуального взаимодействия, появится ребенок. Вот это она понимала. Но то, что это ритуальное зачатие, она не видела. Она была в любви и в страсти. Она была в огне. 10 пентаклей. То, что я потом получу, тройка кубков, 10 пентаклей, что-то по своему роду, что мне придет по роду, ко мне придет ребенок, я хочу этого ребенка. Это она понимала. Но я не вижу, что здесь она видела, что это что-то ритуальное. То есть я правильно понимаю, что принцесса Диана действительно любила Марка Дайера или пылала к нему страстью. Она думала, что она его любила, давайте так. Этой любовью, так называемой, она хотела скрыть свое одиночество. 7 кубков – это заблуждение. Уход от реальности. А Марк Дайер любил Диану. У Марка Дайера было много женщин. Давайте так, помимо Дианы, это смешанное удовольствие, у него было много женщин, и я не могу сказать, что он на одной Диане останавливался, а Диана просто тешила себя надеждами и иллюзиями, что это будет действительно какой-то долгосрочный роман. Просто несчастная женщина, давайте так. Вот такой вот поворот событий, друзья. Учитывая, что всей королевской семье абсолютно все и даже больше известно о том, чей сын Гарри, новостные издания все равно упорно настаивают на том, что именно Хьюитт, Джеймс Хьюитт, помните, конюх, является его отцом, хотя сам Хьюитт отрицает это и всегда отрицал. Эти слухи о том, что Джеймс Хьюитт является отцом Гарри, происходят вне зависимости от его согласия, то есть его фигуру используют, чтобы скрыть настоящего отца. Действительно ли фигуру Джеймса Хьюитта используют, чтобы скрыть настоящего отца принца Гарри? То есть сам Джеймс Хьюитт на это не подписывался. Я правильно понимаю? Сам Джеймс Хьюитт вышел. Он пытался рассказать всему миру, что это не он отец принца Гарри. Король Пентаклей, он сам вышел, отвага, пытается рассказать, что это не он являлся отцом принца Гарри. Карта Солнца, слияние энергий. Поражение. Он пытался рассказать, что это не он отец принца Гарри, но он потерпел поражение. Потому что слишком
высокая энергия, слишком высокое воздействие на Джеймса Хьюита. Вполне возможно, что с ним что-то делают. Да? Опять-таки, с Джеймсом Хьюитом я имею в виду. Король Пентаклей – это не мой ресурс, это не мой сын. Отвага, отважный человек пытается рассказать, что это не я отец ребенка. Солнце, не я отец ребенка. Поражение, но потерпел поражение, поэтому его везде юзают. Да? Эту фигуру везде юзают для того, чтобы использовать его как фигуру якобы настоящего биологического отца, чтобы никто не заподозрил, никто не понял, кто есть настоящий отец принца Гарри. Чтобы это не было всеобщим скандалом, друзья. Возвращаясь к первому вопросу о Гарри, что он является бунтарем, задирой, скандалистом, этот образ запасного престолонаследника, который может никогда не стать королем, специально продуман и придуман, чтобы общество понимало, что Гарри никак не может стать королем. Вот смотришь на него, задира, бунтарь, показывает язык, употребляет запрещенные вещества, раньше употреблял, по крайней мере, но никак этот человек не может быть королем. Действительно специально так юзают, используют этот образ. Ведь мы видели, что Гарри на самом деле не такой. Действительно ли придуман и продуман этот образ бунтаря, запасного престолонаследника, чтобы людям внушить, чтобы люди поняли, что он не может стать королем и не станет им никогда. Действительно ли специально этот образ Гарри придуман? Конечно, за этим стоит большая, огромная сила. Девятка жезлов, договорная сила. Обратите внимание, руки сплетены друг с другом. Это договор. Договор чей? Кто это придумал? Кто-то за деньги, материальный успех. Новостные издания, СМИ специально публикуют это. Абсолютно точно. Новостные издания СМИ специально публикуют это. Я даже знаю, я смотрела на картах Таро, что у королевской семьи есть их пресса, которая работает на них и, соответственно, печатает то, что им выгодно и то, что им угодно. Соответственно, цель – дискредитировать фигуру Гарри для того, чтобы люди понимали, что Гарри не может стать королем. Нет, только не он. Кто угодно, но только не Гарри. Не так давно, в январе 2023 года, вышла книга принца Гарри «Запасной», написанная Гарри, как нам говорят. Это истинный намек на то, что Гарри, все его королевское окружение, общество и СМИ считают его запасной фигурой для престола. Книга называется «Запасной», 5-й на престолонаследие. Но помните, что он 2-й, сразу после Уильяма. Книга, она была написана самим Гарри, это правда? Книга «Запасной» была действительно написана самим Гарри. Под руководством кого-то. Да, он действительно писал ее под руководством кого-то. Король мечей под руководством некого императора. Тот, кто над ним главенствует. Кто выше, кто главнее, кто диктует правила. 2 мужчин. Книга была написана по заказу королевской семьи. Специально, чтобы снова дискредитировать образ Гарри. И чтобы люди окончательно убедились в том, что он является запасным королем. На минуточку, это бестселлер. Книга была написана по заказу королевской семьи. Да, друзья мои, абсолютно точно. Да, эта книга написана не самим Гарри. Гарри под руководством кого-то, кто ему диктовал, что писать и что говорить. И, соответственно, это заказ, чтобы люди окончательно убедились в том, что Гарри не может и не сможет стать королем. Но мы-то с вами знаем обратное сейчас. Теперь такой интересный вопрос. Будет ли в общественном поле информация, что Гарри коронуют на престол Великобритании? То есть узнаем ли мы в общественном поле, будет ли такая информация? Узнаем ли мы завтра, послезавтра, я не знаю, через год, что Гарри коронуют на престол Великобритании? Узнаем ли мы, что принца Гарри коронуют на престол Великобритании? Вполне возможно. Девятка жезлов. У него есть все шансы быть королем Великобритании. А узнаем ли мы, что Гарри коронуют на землю Руси, на земли славян, то есть на нашу землю? Такое тоже вполне возможно. 2 варианта возможны. Как скоро мы об этом узнаем? Все уже началось, карты говорят. 3 кубков. Все уже началось. 3 кубков – это 3 года. Но 3 кубков – это еще и положительный аркан, который показывает изобилие возможностей и то, что все уже начинается. То, что мы уже в инфополе узнавали какие-то моменты, опять-таки, когда Гарри посещал Украину, и я говорила об этом шотс-видео, посмотрите, о том, что все уже начинается. 6 пентаклей – материальный успех, 3 пентаклей – материальные труды. Очень много вложено трудов в то, чтобы прийти и завоевать, завладеть землями славян. И 9 жезлов, у него есть большие возможности, большие шансы стать королем Великобритании. Узнаем будущее Гарри в ближайшие 2 года. В его семье, в отношениях с отцом, в социуме, и будет ли Гарри вообще фигурировать в инфополе. Будущее принца Гарри
в ближайшие 2 года. В его семье будущее Гарри в отношениях с отцом. Что-то изменится в отношениях с отцом. Что-то поменяется. Отец даст ему какой-то шанс. Может быть, кстати, это про престол наследия говорится. Отец даст Гарри какой-то шанс. А вот здесь у Гарри может родиться сын. И здесь обучение чему-то новому. Вполне возможно, мы узнаем о каком-то новом деле Гарри, который будет мелькать в инфополе. Будущее Гарри в ближайшие 2 года в социуме, в социальных взаимоотношениях. Где-то он потерпит поражение. Но это только в социуме, друзья мои, это только в инфополе, это только то, что мы узнаем. Поражение императрица. Будет вполне возможно какая-то вражда с некой императрицей, вполне возможно даже мы говорим про королеву Камиллу. Почему-то ее образ возник. Какой-то раздор, связанный с некой императрицей. И будет это мелькать в инфополе. Раздор с императрицей, либо не с Камиллой, а раздор в социальных взаимоотношениях с какой-то массовой медийной личностью. Об этом мы с вами можем узнать. И будет ли вообще принц Гарри фигурировать в инфополе? Десятка мечей. Что-то остановится для него, но что-то новое начнется. Совершенно новое. Он совершенно по-другому откроется нам, с совершенно другой стороны, о которой мы даже не догадывались и не знали. Все правильно, друзья мои. У него будут какие-то новые цели, какие-то новые возможности туз жезлов. И после десятки мечей, после того, что вроде все плохо у этого человека, он как заново родится. Восстанет, как птица Феникс из пепла. И вот, сделав расклад на картах Таро, мы увидели, что этот опальный принц не обиженный судьбой изгнанник, что его зачатие – это запланированный оккультный ритуал, практически один в один описанный в фильме и книге «Ребенок Розмари». Темные силы целенаправленно привели этого гибрида в наш мир, и их задача реализуется прямо на наших глазах. Он не кровный сын короля, но он внук принца Филиппа, биологический отец принца Гарри Марк Дайер, сын принца Филиппа. Он прямой внук старого герцога и законный претендент на престол, идущий в очереди вторым после Уильяма, а не пятым, то бишь равноценный с принцем Уильямом. Весь его образ вечного бунтаря и смутьяна – это циничный пиар-ход короны, призванный дискредитировать истинного наследника. Впереди финал этой истории, где принц Гарри с легкостью предъявит права на исконные земли славян, как прямой потомок рода Романовых. И помните, он не человек, это чистокровный гибрид, носитель древних рептильных генов. А его благотворительные фонды – лишь прикрытие для беспрепятственного доступа к детям, которых мировая элита систематически использует в жертвоприношениях. Сегодня на картах Таро мы раскрыли интересующую многих правду. Чтобы задать дополнительные вопросы по королевской семье и обо всем том, что вас интересует в мире, приходите ко мне в Телеграм-канал, где вас ожидает общение со мной и моими подписчиками, много интересных и волнующих тем, которые мы разбираем на картах Таро и которые я выкладываю только в Телеграм-канале, а также советы для подписчиков по улучшению качества своей жизни. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии под видео. А с вами была я, Сабина, и мой канал Энергия Таро. Всем пока!